Есть города известные, с древней историей, а есть молодые и скромные, но и они могут удивить своими творческими людьми и интересными делами. А дорога на Кольчугино какая красивая! Изучим город и побудем наедине с природой. А ты знаешь, что в этих лесных краях уже в XVI веке появились медно-латунные промыслы? А начало городу, по сути, дал московский предприниматель Александр Кольчугин, который построил в 1871 году около села Васильевского медно-прокатный завод и основал при нем рабочий поселок Кольчугинский. Поэтому город называется Кольчугино. Да, хотя городом он стал всего 90 лет назад. А вот, кстати, и старейший памятник архитектуры в этих местах – церковь Покрова Богородицы. Она как раз и была построена в том самом селе Васильевском в конце XVIII века. Но визитной карточкой Кольчугина стало другое сооружение – башня-самовар. А почему такая необычная форма? Эта водонапорная башня была открыта к 5-летию Октябрьской революции. Кольчугинские самовары в те времена пользовались популярностью во всех уголках страны. Представляешь, их выпускали до 8000 штук в месяц. Смотри, сейчас фасад украшают часы с гербом города, а венчает башню флюгер в виде глухаря, изображенного на гербе. Давай пройдемся по городу. Главное место здесь – мемориал землякам, павшим в Великой Отечественной войне. Он был создан к 20-летию Великой Победы. Более 11 тысяч кольчугинцев ушли на фронт, и почти треть из них не вернулась домой. А 7 кольчугинцев стали героями Советского Союза. Как хорошо, что рядом символы мирного времени. Сквер, фонтан, площадка для отдыха горожан. Давай заглянем в картинную галерею. Это центр культурной жизни города. А знаешь, немногие малые города области могут этим похвастаться. В Кольчугино галерея была создана усилиями местных художников и ремесленников-энтузиастов. Здесь проходят выставки лучших художников Владимирской области. Точно! Сейчас здесь прекрасная мемориальная выставка Виктора Шамаева, члена Союза художников России. А в другом зале сегодня представлены работы учащихся школы искусств. Выставки постоянно обновляются. Между прочим, уже 10 лет директором галереи является Елена Туманова, самобытная художница, мастер декоративно-прикладного искусства и член профессионального союза художников. Она более 30 лет жизни посвятила изучению народных традиций росписи по дереву и создала свой авторский уникальный стиль – тумановскую роспись. Сейчас как раз и узнаем, что это за роспись. Елена Сергеевна пригласила нас в свою мастерскую. Видишь, характерной особенностью тумановской росписи является очень тонкая проработка рисунка, мелкие детали. Роспись напоминает бисерное и кружевное плетение. Давай мы попробуем. Надеюсь, под руководством мастера что-нибудь и получится. Надо же! А эти сложные картины, по сути, складываются всего из 3 основных элементов. Цветок, листок, трава. А какая красота и изысканность! В работе художница использует буквально 3-4 цвета, остальное – оттенки. И, кстати, сама мастер работает без эскизов. Главное – найти центр картины и разделить ее на сектора. А далее – только полет фантазии. Смотри, каких деревянных предметов тут только нет. Оригинальные чайные наборы, вазы, подсвечники, декоративные тарелки, панно, куклы. А ведь одно блюдо художница может расписывать до месяца. Работы Елены Тумановой находятся в музейных и частных коллекциях в России и за рубежом, участвует в самых престижных выставках и конкурсах. А нам повезло так близко с ними познакомиться. Наверное, красивая природа вокруг вдохновляет на творчество.
И не только художников, но и нас с тобой. А вот и знаменитое Кольчугинское море. Местные его так называют. А на самом деле это огромное Кольчугинское водохранилище, которое появилось более 40 лет назад на реке Пекша. В засушливые годы река пересыхала, возникали проблемы для металлургического производства. Градообразующий завод и создал этот один из самых больших искусственных водоемов Владимирской области. Классно, что сегодня на берегах водохранилища прекрасные пляжи. Здесь можно порыбачить и даже устроить пикник, позагорать, отдохнуть. Местным можно только позавидовать. Но вернемся к заводу. Он много раз менял название. Завод имени Орджоникидзе, Кольчуг-Цветмет, электрокабель Кольчугинский завод – это все о нем. На сегодняшний день ему уже 150 лет. Это завод с колоссальными достижениями. А на площади перед заводом памятник самому его основателю. При заводе более 50 лет работает музей. Сейчас проследим всю историю производства от его основания Александром Кольчугиным до сегодняшних дней. Завод многие десятилетия был основным поставщиком кабелей и изделий из цветных металлов в России, а на уникальном сплаве Кольчуг-алюминий работала вся советская авиационная промышленность. Кроме того, с конца XIX века завод стал крупным производителем столовой посуды и приборов. В годы Великой Отечественной войны производство было эвакуировано на Урал и в Казахстан и переориентировано на нужды фронта. Все это можно увидеть в экспозиции музея. Здесь знаменитые латунные самовары, которые ценились за цельные корпуса, примусы, никелированные чайники, обитатели практически всех советских кухонь. И, конечно же, легендарные подстаканники в поездах, которые производят именно здесь с 1892 года. Сегодня мы в том самом цехе товаров народного потребления. Кольчугинский Мельхиор, который выпускает уникальную посуду из меди и ее сплавов, столовые приборы, медные тазы и, конечно, подстаканники. Их более 300 видов здесь. В качестве покрытия изделий используется никель, хром, серебро и даже золото. Как интересно! Здесь штамповочные станки, участок обжига и пайки, участок гальваники, где никелируют или серебрят изделия. До сих пор используется и ручная работа, например, для нанесения рисунков на изделия. И полировка тоже частично ручная. Кстати, на площадках посудного цеха сегодня работает еще одно новое предприятие – Аргента, которое выпускает около 200 наименований изделий из чистого серебра, включая столовые приборы, посуду, сувениры, предметы интерьера и аксессуары. Здесь тоже увидим весь технологический процесс – от штамповки до ручной полировки изделий. А здесь как в музее, хоть это и магазин. Как красиво! А какое разнообразие! Рюмки и бокалы, подстаканники, столовые приборы, фигурки животных, чайные наборы и даже посуда для приготовления еды. Сейчас присмотрим себе какой-нибудь сувенир. Как ни странно, в Кольчугино получили развитие не только суровые медно-латунные промыслы, но и женственные, прекрасные. Например, роспись по шелку и производство шелковых изделий. Да,
Здесь 20 лет успешно работает творческая мастерская «Шелковая коллекция». Руководит ей Оксана Шевцова, известный в области предприниматель, художник, эксперт по шелку и энтузиаст в продвижении народных промыслов, а по совместительству многодетная мама. В мастерской разработаны целые коллекции одежды и платков из шелка, хлопка, шерсти. И, кстати, все изделия эксклюзивны. Они расписываются вручную в технике холодный батик и выпускаются в единственном экземпляре. Авторские изделия шелковой коллекции являются победителями многих престижных конкурсов. Отличительная особенность работы мастеров – свободная роспись без контура. В результате и рисунок получается легкий, нежный. На изделиях авторские фантазии по мотивам известных городов, картин владимирских художников, замысловатые цветочные орнаменты, авангард. Платки и платья сделают даже по индивидуальному заказу. Давай теперь и мы попробуем создать шедевр под руководством художницы Любови Яковлевой. А вообще мастер-классы здесь считают важной работой. Ведь именно так формируется любовь к шелковому промыслу, сохраняются традиции. И сегодня шелковая коллекция – предприятие народных художественных промыслов. Эти изделия просто созданы для модного дефиле. Ну что, пройдемся по подиуму? Хорошо, что в Кольчугино есть живописные местечки, где можно погулять и сделать фото для соцсетей. Кстати, в окрестностях Кольчугино тоже можно интересно провести время. Например, в 8 километрах от города на берегу того самого Кольчугинского водохранилища есть старинное село Давыдовское. Его украшает храм в честь Покрова Богородицы. Он необычный. Смотри, у него отдельно стоящая колокольня, что встречается очень редко. Каменную церковь возвели еще в середине XVIII века на средства московского купца Ивана Маркова, который прежде был крепостным в этом селе. После получения вольны Марков смог пробиться в Москве и стал купцом. Добившись успеха, он построил в родном селе каменный храм. А еще в храме есть список чудотворной иконы Боголюбской Божьей Матери, по преданию избавившей село от холеры в середине XIX века. А недалеко от храма находится святой источник. Да, удивительные места. А как насчет активного отдыха? Верхом не хочешь прокатиться? Всегда мечтала. А в поселке Раздолье под Кольчугино есть такая возможность. На племенной ферме Тракены Аполья. Здесь разводят элитную тракенинскую породу спортивных лошадей. В копилке достижений породы – победы в Олимпийских играх и мировых чемпионатах. Красавцы! Какие же лошади добрые, умные, изящные. Здесь время останавливается, и ты забываешь обо всем на свете. Вот такой удивительный день получился у нас в Кольчугино. А главное – разнообразный, добрый, настоящий,
как и все здесь. Люди, места, природа.